В Корее, как и в любой другой стране, есть своя алкогольная культура. И сегодня вы узнаете, как пить по-корейски. В этом видео вы узнаете, какие виды корейского алкоголя бывают, почему местная водка всего лишь 20 градусов, зачем делают соджу торнадо и в какие игры играют корейцы за столом, чтобы быстрее напиться. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore. Уберите от экранов детей и давайте начинать. Здесь система заказа через QR-код. Вы сканируете, и у вас открывается меню, и из него, собственно, выбираете, что вы будете есть и пить. Но мы, наверное, будем с тобой пить сегодня самсо. Я недавно выучил это слово. Самсо — это сокращенно от самгёпсаль плюс соджу. Давай возьмем, наверное, вот этот набор. Ну и, конечно, надо не забыть про соджу и пиво. По-любому. Вечный спор, тюнек-чиги или кимчи-чиги? Слушай, давай твенджан-чиги, потому что кимчи здесь у нас есть на столе. Так что будем заедать супом. Правильно, Денис шарит. Если бы он сказал кимчи-чиги, я сказал чего пьем голд. Да, о, вот это давай, вот это мне очень нравится. Пьем голд, а пиво пьем касс. Кассы, обязательно касс, да. Лучше к себе. Пошла жара. Сначала по чистой? По чистой. Сейчас мы чем занимаемся? Мы жарим мясо, а именно самгёпсаль, потому что это идеальная закуска под соджу. Обычно всегда жарит самый младший. Суть не в том, что жарит самый младший, просто я никому, кроме себя, мясо не доверяю. Хорошо. Конечно, конечно. Это тот человек, который, знаете, приезжаешь на шашлыки, и он жарит шашлыки для всех. Вот это сочетание самгёпсаль и соджу называется самсо. Корейцы любят сокращать всевозможные слова, и вот есть чимек, это когда chicken плюс мэкджу, соответственно, курица плюс пиво. Но самгёпсаль плюс соджу получился самсо. Еще нам принесли твенджан-чиге, это суп на основе соевой пасты твенджан. Считается, что это тоже идеальный суп, как раз таки для того, чтобы есть его в прикуску к соджу. Кося, а какие твои самые любимые сочетания соджу? Самое первое, мне кажется, любого хангука корейца спроси, они все скажут один ответ. Это будет самгёпсаль и соджу. Второе, это уже получается пэ. Да, согласен с тобой. И третье, это такпаль. Лапки куриные острые, я их тоже обожаю вообще. Итак, мяско у нас готово, значит, пора выпить. Ваше здоровье, друзья! Вау! Посмотрите, какой классный и красивый кусочек. Я его макну в соль. Я хочу есть. Неважно. Хорошо пожарил. Мясо здесь вкусное, сочное. Хрустящая корочка снаружи и очень сочно внутри. Это оператор. Какой ты заботливый, покормил нашего оператора сегодня. Ну, потому что сегодня у нас другой оператор. Да. Друзья, вы часто задаете вопрос, почему соджу 20 градусов, и некоторые пишут, что это разбавленная водка. Отчасти это правда. Есть две легенды, которые я знаю, почему соджу стало 20-градусным. Первая заключается в том, что когда был жесткий экономический кризис, и из-за этого начало все дорожать. И, естественно, алкоголь тоже начал дорожать. И из-за этого народ стал бунтовать, потому что соджу подорожало ровно в 2 раза. И государство собрало всех производителей соджу и сказали: народ бунтует. Давайте что-нибудь сделаем, давайте вернем цены. На что производители сказали: это невозможно. Сырье дорожает, все дорожает, производство дорожает. Мы не можем сделать дешевле. И вот они думали, обсуждали. И кому-то пришла гениальная мысль. А давайте, говорит, мы разбавим его в 2 раза и цены уроним в 2 раза. Народ же пьянеть меньше не станет. И все таки да, давайте. И так и сделали. И знаете что? Соджу стал 20-градусным, а народ как пьянел, так и пьянеет дальше. Все довольные. Но есть вторая легенда. А, наверное, даже не легенда, а, скорее всего, более правдивая история. Если вы смотрели дораму «Работай позже, пей сейчас», там рассказывается история соджу. И рассказывается, что
начали разбавлять соджу для того, чтобы вкус становился более легкий, более сладковатый, более приятный. И многие производители начали в этом соревноваться. В итоге они дошли до самой нижней планки, до 16 градусов, и поняли, что дальше уже разбавлять некуда, потому что дальше уже только, получается, крепость вина. И в этом не было смысла. И поэтому сейчас соджу можно найти 17, 18 градусов, а есть 20-24. И вот они между друг другом соревновались, пришел такой, знаете, диапазон 18-24. Ну и в среднем получается 20 градусов. Все, что рассказал Денис, это все правильно. Но вот эти две легенды нужно совместить в одну. Тогда это будет уже стопроцентной правдой. Я вам хочу сказать, что в Корее есть некоторые, скажем так, культуры, связанные с соджу. Допустим, когда ты работаешь в какой-то компании, вот эти этикетки, ты когда наливаешь старшему, ты всегда должен наливать с двух рук. То есть, либо ты поддерживаешь нижнюю часть, либо ты берешь вот, либо ты склоняешь руку к груди и наливаешь с двух рук. И самое главное, чтобы этикетка не была видна собеседнику. Вот, допустим, у нас сидят 10 человек. Сидят генеральный директор, коммерческий директор, или, допустим, там старший мой дядя, старший отец, точнее, отец и старший дядя. Старший дядя, получается, старше отца. Я должен поворачиваться в ту сторону, кто младше. Да, то есть, здесь, если слева сидит дядя, то есть я должен повернуться в сторону отца, отвернуться и выпить рюмочку. Мясо горит. Теперь вы знаете этикет, как пить соджу со старшими Южной Кореи. Поэтому пользуйтесь и не благодарите. Давайте. Подожди. А что обычно говорят, когда чокаются? Йо-йо. Либо комбе. Комбей. А еще что говорят? Джан. Чан. Да, давайте. Джан. Чан. А еще есть вот такие фишки, знаешь? Давай, показывай. Такие фишки не в курсе? Я в курсе, но ты покажи. Ни в одном глазу. Одну бутылку разули, теперь пора переходить на сомек. А это у нас будет делать вот этот товарищ. Ты умеешь делать сомек? Всем привет! Я ответственен за это дело, ребят. Друзья, для вас конкурс. А главным призом станет вот этот классный и милый девайс с синей лягушкой. Если быть точнее, это соджу диспенсер, с помощью которого вы всегда сможете себе налить целую рюмку, либо ее половину. Здесь два режима налива. Все, что нужно сделать, это быть подписанным на канал, поставить этому видео лайк, а также в комментариях написать, с кем бы вы хотели опробовать данный соджу диспенсер и какую бы закуску из корейской еды вы бы подали на стол. Либо можете описать, в какой комичной, либо даже безумной ситуации вам бы пригодился данный соджу диспенсер. Такие комментарии тоже участвуют в конкурсе. Итоги я подведу в прямом эфире 25 августа в моем телеграм-канале. Желаю всем удачи! Друзья, сегодня мы не одни, как вы заметили. Сегодня с нами наш друг Инте, вы, возможно, знаете его. Он тоже фудблогер, достаточно известный. Ну что, покажи нам, как смешивать сомек. Ребят, все очень просто. Для чего я так сделал? Это мерная метка. Люди ругаются, бывает, из-за того, что кому-то не долили, кому-то перелили. Видите, я засунул рюмку в рюмке, здесь ровно половинка. Берем далее соджу, наливаем по отметке, вот так. Разливаем по стаканам. Раз, это два и три. Далее, ребят, самое интересное, это у нас идет пиво КАС. Наливаем ровно полстакана, при условии, что есть соджу. Здесь наливаем так. И третий стакан. На самом деле, если перельешь, будет не крепко, невкусно точнее. А если не дольешь, будет крепко. Правильно говорю? Все верно, Денис, я с тобой согласен, ты в этом деле гуру. Но Отдаю старшим. подожди, прежде чем ты отдашь, ты должен смешать. Это большая ошибка, если ты не смешиваешь, да. Я приношу свои глубочайшие извинения. Не-не-не, давай сначала покажем самый простой способ с помощью ложки. Засовываем ложку и... Потому как я самый младший, Денис, я раздаю это вам, А, ребята. так ты самый младший? Все верно. Так это ты должен был жарить мясо. Костя, и сейчас я буду пить, несмотря вам в глаза, отворачиваю в сторону, соблюдая все культуры. Ты в курсе, что первый нужно коктейль сомек выпить залпом? Обязательно. Денис, это обязательно. Все, давай. Погнали. За вас. Ай, молодец, ай, молодец. А покажи, как корейцы делают, когда показывают, что выпили до дна. Вот так просто? Да, да, да. Да, во-во-во. Он мужчина. Сейчас НТ покажет второй способ смешивания с помощью палочек. Ну давай, маэстро. Хей, засовываем чокараки и... Воу. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан! Это очень интересно, но не у всех получается с первого раза это делать. Кто на что учился? Кто на что учился? Давай. Давайте. Воу.
Друзья, а знаете, зачем делают этот ритуал? Я вам расскажу. Многие из вас задаются вопросом, для чего делать этот торнадо, что это за показуха. И на самом деле это действительно в некотором смысле показуха, потому что сейчас, в наше время, уже это торнадо делать не обязательно. Но с чего все начиналось? Дело в том, что соджу – это дешевый пролетарский напиток. Он был таким, он таким до сих пор и остался. Самый дешевый алкоголь в Корее. Но раньше он был дешевый в том числе и в области упаковки. Вместо вот таких пробок были обычные пробки из дерева, причем очень низкого качества. И когда соджу производили, оно потом лежало на складе, либо в магазине, эта пробка осыпалась. И, соответственно, на дно, на стенки попадали вот эти вот кусочки этого пробкового дерева. И, собственно, из-за этого появился ритуал. Ты, получается, сначала берешь бутылку соджу, бьешь ее вот так. То есть это делается для того, чтобы со дна сбить вот эти вот остатки пробкового дерева. Далее, после того, как ты вот так сделал, ты делаешь торнадо. Таким образом, все собирается вокруг и поднимается наверх. После этого, когда ты открываешь бутылку, то зачем делают вот так? То есть сбивают вот эту вот пенку, потому что именно в этой пенке были вот этот весь мусор. И именно для этого сбивали. Собственно, сейчас это уже делать не обязательно. Но, согласитесь, как ритуал, это очень классно, красиво и интересно. Сейчас мы будем смешивать поктанджу. Поктанджу это тоже вариант сомека, но дословно, если я не ошибаюсь, это переводится как соджу-бомб. Соджу падает внутрь пива, и, соответственно, происходит реакция, и после этого все пьют. Знаете, почему я все время таскаю вот это колечко? Ай, молодец, ай, молодец. Ну, мастер. Наливаем сначала пиво. Я напоминаю, что мы наливаем ровно половинку. Наливаем по половинке соджу, я имею в виду половинку рюмки. Есть несколько вариантов смешивания поктанджу, но я покажу самый популярный и самый простой. Обязательно попробуйте это дома. Ставите вот так вот рюмки две, а третью, соответственно, вы берете в руки и делаете такое движение. Вы как бы чокаетесь уже заранее. Естественно, это надо выпить залпом. Я что, не допил? Слабак. Не, тут рюмка перекрывает. Да что такое? Рюмка плохая, не граненая. Из-за этого она меня позорила. Знаете, как это называется часть? Кальмеги-саль. Кальмеги-саль, самая вкусная. Знаешь, как переводится дословно? Насколько я знаю, юбочное мясо. Не, кальмеги переводится чайка. А почему чайка? Мы что, едим мясо чайки? Вот эта часть называется кальмеги. Ты когда в детстве ел это мясо, ты что думал? Что реально... Кстати, да. Вот в детстве, когда я ел вот эту часть, я всегда думал, что это мясо чайки. До поры до времени. Стой! Ты куда разогнался? Дело в том, что осталось пиво, понимаете? Когда если разливаешь сомек, если остается немного пива, значит была неправильная граммовка. Я убирал просто, как сказать, следы заметал. Знаешь почему? Почему? Потому что мы на троих разливали. Когда ты его разливаешь на четность, ну на... Да. Тогда после тебе хватит пить, я считаю, нам с Дэном вдвоем нормально будет. Тебе хватит. Вот такой друг у меня. Так получилось, что соседний стол увидел, как мы смешиваем соджу, и попросили нас научить. Я сейчас пойду покажу их. Ну давай, покажи. Можешь передать телефон. Сегодня мы научили их бухать по-корейски. По-корейски. Эти ребята в восторге. Так, ну что, мы закончили трапезу, и самое время расплатиться. Знаете, что самое интересное в Южной Корее? Здесь принято, когда расплачиваешься, складчина здесь не работает. Если ты вывел друзей погулять именно вот таким вот образом, то обычно платит самый старший. И, к сожалению, самый старший в этой компании я. Я пошел платить. Самого смеда. Я могу сюда. What we have is a brand new start, but we're good as dead before tomorrow comes. Only thing that we got to glue the up is your toxic attitude and that nice big. Друзья, посмотрите на эту атмосферу. Все гуляют, все счастливые, все пьют. И это здорово. Знаете почему? Потому что сегодня суббота. Just like Beckham Palace. Now that you Ребята, вы видели этого мужика? В Корее, короче, есть такой мужчина, который вот стреляет вот именно весами. Вот сейчас двух слышите, да?
Были танцы такие, тхунгнаму, вот такие вот. Он, короче, там проходил через Пулаху. Короче, он был настолько такой гибкий человек, и он сейчас подражает ему. А попробуем, а? Попробовать можно, но зубу надо подорожить, сразу предупреждаю. Давай один кусок, один кусочек. 얼마예요? Не открывай. Он же показал только что. А, покажи, Вот так. на камеру покажи. Вот так открывается. Это называется йод. Ну, в смысле, и в прямом смысле это тоже называется йод. В смысле, Два смысла, да. Получается, говорят корейцы, когда матерятся, я могу. Я могу. Да. И это тоже дословно переводится как йод. Это получается сладкое тесто. Короче, на пробуй. Зубы аккуратно. На, оператор. Оператор, Денис. Офигеть, ты видал? Смотри. Это ток, почти ток, только более таком жесткая текстура у него такая. А, к зубам прилипает жестко. Да. Если хочешь потерять свои пломбы, коронки И прочее, то советуем, рекомендую. Традиционный десерт еще по 11 часам. Они сейчас мягкие, а еще бывают твердые. Да он прилип у меня к зубам, я уже не могу, куда деваться. Рассасывай. Короче, это что-то вроде наших ирисок, да? Да. Корейский ирис. Друзья, если вы думаете, что на этом мы закончили, то нет. Сейчас мы идем в другой формат заведения, который называется Поджан Мача. Это Мача. дословно переводится как... Поджан это получается комплектовать, а мача это получается телега. Короче, дословно это переводится как передвижная телега с едой. Да. И сейчас мы идем в передвижную телегу с едой. Это вот примерно вот такой вот формат заведения. И мы вам продолжим рассказывать про алкогольную культуру Кореи. Я думаю, что так паль нам нужно. Куриные лапки. Да. Пока закажем одну, попробуем. Если вкатит, то останемся на этом. Если не вкатит, то закажем еще кимчи удон. Главное, чтобы бухло было. 이거 하나. 다른 개. 네. Обратите внимание, какой у нас лакшери стол, покрытый клееночкой. Самая большая проблема, когда я пью, у меня голос просто просаживается. Друзья, мы пришли в другое заведение. Как вы видите, мы сидим практически на улице. Позади камеры, там уже непосредственно само заведение. Но именно вот в этом формате многие корейцы любят сидеть, выпивать, бухать откровенно, потому что это им напоминает ретро, да, ретро-ностальгия. Чтобы вы понимали, это такой более старый вариант отдыха на улице. В общем, ладно, мы налили себе сомек, сейчас я вам покажу другой вариант смешивания с помощью палочек. Мы вам показывали, когда смешивают вот так, с помощью ложки. Сейчас мы будем непосредственно смешивать вот таким вот образом. Внимание! Мне не получилось. Ничего страшного. Ну и НТ давай тоже делаем. Ты ему самый простой вариант, да? За вас, друзья. Вкуснотища! Подожди, а мы сейчас начнем играть? Да. Есть два правила. Мы сейчас будем играть в игру 369. Замнику. Короче, Да. на переводе это будет 369. То есть на 369 нельзя говорить цифры. По порядку. Он говорит 1, я говорю 2, ты говоришь... Ты не говоришь 3, ты хлопаешь. Да. Он говорит 4, я говорю 5, ты опять хлопаешь. Да. Но есть фишка. Это не кратно 3. То есть, если есть 12, мы говорим 12. Да. Если будет 13, то надо будет хлопнуть. Если будет 33, 36, 39, тогда мы хлопаем 2 раза. Хорошо. Как делаем? Смотрите, если, допустим, сидят четное количество народу, то один выбирает второго. Да. Первый выбирает второго, с кем выбирает, пить, кто проиграл. А если, допустим, нас трое нечетное количество, то у нас, получается, пьет один. Соответственно, Тот, кто проиграл. Это называется польчу. Польчу это называется штрафной. Столько пива, а становится соджу. Ну что, давайте начинать. На русском или на корейском? На корейском? На корейском. Замнику. И... Молодец. О, Бля, подожди! Заикнулся, пей. Давайте по новому. Не, все, давай, не. Будьте здоровы. Давай.
Ай, молодец, ай, молодец. Я хочу, чтобы ты проиграл. Не дождетесь. Скорее мы сопьемся, да, все? Скорее всего, вы сопьетесь. Дорогие наши друзья. Просто для цвета, просто для цвета. Друзья, на самом деле в эту игру прикольно играть, когда у вас точнее, у вас четное количество, потому что... Я не соглашусь. Ну да, я скажу. Просто мы не дошли до 30. Хорошо, но смотрите, когда вы не доходите до десятка, всегда один и тот же человек хлопает на 3, 6, 9. И то, когда меняется десяток, тогда уже другой человек. И так все время на каждый десяток человек один и тот же хлопает. Но когда до 30 доходит, там уже начинаются ступняки, потому что там надо хлопать 2 раза. Есть еще нюансы. Не должно пройти полсекунды после того, как он сказал 3, или точнее 2. Это уже сразу за полсекунды хлопать. Человек, который задумался, да, тот автоматически проигрывает, да. Что, перейдем к следующей игре? Да, давай следующий. Следующая игра называется Baskin Robbins. Baskin Robbins 31. Настрой. Смотри, максимум можно сказать 3 числа. То есть, кто на последнем говорит 31, тот проигрывает, тот вперед. Но фишка в чем? Допустим, если ты сказал 1-2, то мне нельзя сказать 2-4. Мне можно сказать либо 3, либо 3-4-5. То есть я не должен повторять то количество цифр, которые сказал уже ты. То есть если, допустим, я скажу 3 цифры, то ему нельзя говорить 3 цифры. Он должен сказать только либо 1, либо 2 цифры. Ты слушай, а то сейчас снова пить будешь. Да ему, походу, это не надо. Самое главное правило в этой игре — не сказать 31. Если он сказал 1, 2, 3, мне нельзя дублировать его количество цифр, которые он уже сказал. То есть я не могу сказать 4, 5, 6. Я могу сказать либо 4, либо 4, 5. Все упирается в количество цифр. Да. Если ты назвал 3, я могу сказать либо 2, Да. либо 1. Да, Если да. ты назвал 2 цифры, я могу сказать либо 1, либо 3. Да. Все, теперь я понял. А ты понял? Что все сложно. Короче, ребята, в Корее есть такие правила. Не умеешь играть, пей и учись. Интер проиграл, Интер наливает штрафной, и он начнет. Я уже чувствую, что мы напьемся. С тобой. Причем мы с тобой, Интер. Начинай. 1, 2, 3. 4. 5, 6. 7, 8, 9. 10. 11, 12. 12, 14, 15. 16. 17, 18. 19, 20, 21. 22. 23, 24. 25, 26, 27. 28. 29. 30. 31, 32, 33. А он проиграл. Игра получается. называется 31. Тебе нельзя сказать 31. Слушай, ну ты если хочешь напиться, ты просто давай, мы тебе чисто нальем соджу. Точнее, вот, давай мы Мы закажем тебе отдельную бутылку закажем, ты пей просто. Вам что вообще надо, а? Ну давай, НТ, молодец. На самом деле какая-то мужчина. сложная игра. Да нет, короче, тут есть фишка. Главное, ты на себе не должен попасть на 23. А почему? Потому что если я попадаю на 22, в любом количестве цифр, как вы скажете, я не попаду на 31. Если настроя. Ну это уже математика. Да, это уже да. математика. Все, это уже пьяному мозгу сложно воспринимать. Давай, ешь так паль. Ты же у нас любишь все эти субпродукты. В Корее есть главное правило. Не умеешь играть, пей и учись. Я говорю, дунчикейм и... 2. Вставай, скажи 2. 2? Ты проиграл. В смысле? Это был нучикейм. Что за игра? Это кто последний встает? Я не слышал правила игры. А я сказал нучикейм Эмиль. А так я же тебе только сказал, не умеешь играть, учись. Короче, я говорю, я один. Настроя. Либо у вас уже идет соревнование между собой. Я только сейчас узнал, что мы играем в какую-то игру. 1. 2. А вы вдвоем поедете. Вот так вот игры и происходят. Короче, ребята, из-за того, что они вдвоем сказали 2, они вдвоем пьют. О, I'm sorry. У нас пополнение. Покажи всех. Увеличилась внезапно аудитория, которая вот, о, смотрите, кто, вы его знаете, это Антоша Раут, вы его видели. Первого дна. До дна, пей. Костя, какую мы сейчас игру с тобой сыграем? Давай в пробку. Пробку? Да. Ага. Покажи, что нужно сделать с пробкой. Короче, сейчас пробки поменялись. Раньше была одна петля. Да. И внутри была цифра. То есть можно было из одной пробки сыграть как минимум 3 игры. А сейчас, так как пробки поменялись, у нас есть одна игра. Мы заворачиваем, получается, петлю вот так. Соответственно, со второй стороны тоже. Каждый по очереди бьет, неважно сколько стороны,
шибану на штучку. У кого отрывается, то слева от него и справа пьют. О, отлично. Так, я передаю эстафету. Подожди. Твоя очередь. Окей. Джерри, ты в курсе, что ты сейчас будешь играть в алкогольную игру? У кого оторвется, рядом с ним кто сидит, мы вот так сейчас пятером играем. Можно я просто оторвусь? Нет, нет. Рядом с ним двое пьют вместе с тобой. А чем больше народ, тем веселее. Да. То есть трое пьют. Да, Двое. пьют. Обожди, а тот, у кого оторвалось, не пьет, да? Нет. А, окей, тогда раз, два пьет, да. Моя очередь бить. А, промазал вообще. То есть не считается? Не читается все. Куда, второй раз нельзя. Давай. должен шоу-баном. Шоу-баном. Короче, бей. Бей. Все, отдаешь следующему. Ты давай. Подожди. Давай, Кость. Ты у нас мастер в животе игры. Ты что? Антоша! Ой, хорош! Получается, мы с тобой пьем. Блин, за наше здравие и за Да. своих подписчиков. Да. До дна давай. Погодички, да, вон сейчас. Костя, зачем ты мне столько много налил? Это он. А, Инте, ты что мне так много налил? Или, не, мне вот Инсуким налил. Инсуким меня вообще не жалеет. Контента, я такой. Слушай, знаешь, на самом деле, в определенный момент появляется мысль, что как будто бы проигравшие на самом деле выиграли. Потому что мы 2 раза выпили, вы еще ни разу. Нам пока хватает. Добрый вечер, уважаемые подписчики Дениса Кима. Как вы видите, я уже не очень трезвый, а это все из-за игры 369, которой я только что научился. Советую вам выучить правила и поиграть. Ну что, у нас осталась последняя игра. Вы её все знаете. Да, все верно. Артем, возвращайся. Ты же знаешь песню Розе Апаты? Вот мы сейчас будем в эту игру играть. Смотри, играет определенное количество людей. Играет определенное количество людей. Нас будет 5. Раз, два, три, 4, 5. Короче, смотрите. Я сейчас буду говорить апаты. Мы все складываем руки. И я говорю любое число. У кого выпадает то число, которое я сказал, тот пьет. Имеется в виду, что мы руки поднимаем по очереди, Друг как бы на строим друга, здание наверх, да. Апаты. Раз, два, три. Ап! 13. Раз, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Не, подождите, руки нужно вот в порядке очереди. Да. 9, 10, 12. 13, блин! Снова пью я. Ну что за... игра, мне нравится. Мне кажется, Денис с кем будет пить постоянно. вкус проигрышей. Очень сладкий. Мне нравится. Давайте второй раунд. Апаты. 9, Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И чья это рука? 9. Вот такая замечательная, друзья, игра. Все знают эту песню, теперь вы все знаете правила этой игры. Обязательно поиграйте. Друзья, на этом наш ролик заканчивается. Мы уже изрядно пьяные. Мы потом на рыбан пойдем? По-любому, возможно, Денис выложит рилс. Надеюсь, этот ролик был очень интересен и полезен для вас. Увидимся с вами в следующих роликах. Напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким, мой брат Костя. А также сегодня с нами был наш друг НТ, который сейчас за кадром. Спасибо еще раз, что смотрели. Всем пока. Не получилось, я держу. Вот и все.